Здорово, ребят. Вот такую вот махину возвели, причем она сделана довольно аккуратно. Смотрите, какие окна. В принципе, все здание довольно продумано. Это limestone, это sandstone, извиняюсь. Довольно мягкий для обработки. Вот даже еще краска где-то видна. Всего лишь 10 тысяч лет. Посмотрите даже, как пол сделан. То есть он сейсмоустойчивый. Нужно было привезти. Очень утверждать, что 65 километров отсюда гора, наверное, не был. Вот, типа, каменные эти, как называется, рокстоун они его называют. Привезли на слонах якобы 65 километров, а все остальное, сэндстоун, чуть-чуть поменьше, вот тут везде. Но смысл какой? 37 лет строительства, самый большой комплекс в мире, как ни парадоксально, да? И вот что мы имеем де-факто. Один король умер, пришел другой. Что сделал первый, другой король? Сказал: все, ребят, здесь будет буддийский храм. Не только... Короче, он будет смешан, он теперь будет и буддийский тоже. Следующее поколение, как мы видели, это все покоцали. Ну, конечно, это все изнашивается, хочешь не хочешь, 1000 лет прошло. Ну, там чуть меньше. Но что дальше происходит? Современники просто продают сюда билетики. А теперь давайте посмотрим, что мы сделали за 37 лет. Ну, скажем так, наши короли, политики, там, президенты, прайм-министры и все остальное. Они у нас просто что? Пришли, продали 5 заводов, 10 этих заводов закрыли, набрали кредитов. И в стране что мы построили? Да, возьмите любую страну. Возьмите любую страну. И это только один из храмов в этом комплексе. Утверждаю, что строило 400 тысяч человек. 400 тысяч. Ну там 380. Типа там 6 тысяч слонов, все остальное. Утверждаю, что якобы 37 лет. Ну, мне, конечно, тут свои все мнения, но... Тут, как говорится, сделано все очень красиво, еще раз, обработано, все, конечно, не все закончено. Как говорится, тут работало, представьте себе, какое количество инженеров, какое количество строителей, не самых глупых, работников. Я говорю, одну эту дорожку сделать, она просто очень много чего показывает. Это не стандартные блоки, они между собой сложены, они изношены, но видите, они до сих пор не разрушены, то есть, что в принципе это очень неплохо. И представьте квалификацию людей, которые это все строили. Их нужно было всех чем-то кормить. И покажите какое-нибудь здание, вот, альтернативу сегодня. Построенное без кранов, без дизеля, без всего остального. Все тут сделано довольно очень хорошо. Продумано, прорисовано, аккуратно все сделано. Просто подумайте, масштаб проекта, то есть у людей, ну как бы, люди жили довольно недолго, то есть погибают там. Главный архитектор там мог 5 раз смениться. Таких прорабов тут слоном магнуло сверху 15 раз. Там 1000 работников там погибло под этими слонами во время там, не знаю, транспортации, еще что-нибудь. Просто подумайте, вот это вот все вырезать в объеме. Ну, в смысле, в масштабе я имею в виду. Вот. То есть, как бы, само здание имеет какую-то геометрическую неплохую форму. Блоки. И, как бы, каждый объект по отдельности. То есть, понятно, что эти все объекты, они повторяются, и не нужно сильно думать, чтобы... То есть, каждый храм похож на другой, ну, каждый отдел похож на соседний. Но идея такая, что, как бы, построить такую махину нужно, ну, там, не то, что там вот выросли, там, не знаю, вам, например, 30 лет, там крутой архитектор, а здание строили 40. Ну, так его нужно спланировать, то есть нужна квалификация всех работников, то есть не то, что там один умный архитектор, все остальные долбоящеры и все остальное, то есть нужны правильные прорабы, правильные носильщики, правильные, тут, в общем,
просто, я не знаю, 25 тысяч квалификаций. Даже вопрос, как эти всякие громотводов, наверное, нет, но вопросы это как вода стекает, туалеты где, чтобы это все не проломалось под своим же собственным весом. То есть, понимаете, да, тут вопросов миллиард. Это таких базовых, вот окошки не будет ли слишком темно. И это все стоит 1000 лет. И не сильно, я бы сказал, даже где-то присматривается. Вот наши ребята, собирая бабки за вход, могут немножко так чуть-чуть причесать. Все. Чуть-чуть, знаете, там вот лесенку поставить деревянную, чтобы туристы не ломали оригинальную. Вот. Вот так вот. И вот вопрос, когда вот мы живем, такие все развитые, крутые, но по факту после себя что оставляем? Ничего. Я еще раз не то, что вы должны строить какие-то храмы, но я просто к тому, что рядом все, больше половины населения рядом живет в деревянных домах, здесь до сих пор, в деревянных домах, дома на ножках. Но при этом стоит такой храм. Я не говорю, что это правильно, что все правильно, хорошо поделено, что это строили богатые люди. Но я про то, что вот цивилизация после себя оставляет, а другая цивилизация оставляет кредиты и распроданные страны. Вот так вот. Это хороший пример для каждого. Вот так вот, ребятки. До скорого. Пошел искать своего гида и побежал дальше. Вот. Удачки. Самый большой храмовый комплекс в мире. И это только один его кусочек. Да, и каждый король пытался себе что-то построить побольше. Ну, конечно, может быть, не всегда выходит построить такую же большую, как у другого короля, но тоже дорожку. И, кстати, у предыдущего храма я еще не сказал, там было 5 входов. Один для короля, а другой там для его этих гуру, сансеев. Один для слонов, для людей, в общем, для всех. Вот, и как бы каждый король хотел себе построить что-то такое серьезное. В вопросе, когда, как бы, если это оценивать там хорошо или плохо, с одной стороны, куча людей постоянно имела работу, с другой стороны, может быть, они были рабами. Еще с другой стороны, тут несколько религий постоянно. Там мусульмане приходили, как-то так, не подхавать под себя. Потом индуисты с буддистами еще и поссорились, как-то так. Будут Будды в храме, ой, как-то это вообще Будды не будет в храме. Вот. И такая вот идея тут. Все между собой цапались. Вот такой вот у нас пол. Дырочки якобы для того, чтобы их перевозить было удобнее, эти камни. Хотя, с другой стороны, этот маленький камень, чего перевести нельзя было без дырочки. Ну, в общем, вот так вот. Смысл такой, что каждый король, нельзя же старый темпл увеличить. Нет, надо свой иметь. Это ж кто я такой, чтобы жить в темпле другого короля. С другой стороны, как у нас сейчас политики наворовали, что, померли и след забыли. А сейчас, вон, смотрите, помер, и после тебя он такой вот не зарастет народная тропа, да. Вот так вот. Вот так вот. Ну, так относительно неплохо, да, если взять что-то без кранов. Куча людей имела работу или просто были обязаны работать. Это слово раб. Вот. Вот так вот. Так что один король круче другого. Ну, а теперь смотрите, что сейчас новое поколение растет. За 1000 лет тут ничего больше не построено. Ни одного здания посмотреть, за которое за 1000 лет в Камбодже. Ну, там памятник какому-то там, одному коммунисту против другого коммуниста и всякое такое. А в принципе, да, в Камбодже это что, природа и то, что было 1000 лет назад. Обратите, да, внимание, то, что всегда в странах и посещаем то, что было сделано 1000 лет назад. При этом мы как-то развиваемся или деградируем. Вот такая вот красотюшка. Вот. А ведь короли могли ничего не строить. Могли просто наслаждаться. Нет, надо было заставить. Религия должна работать. Люди должны верить. А чтобы верить, нужно страдать, работать.
В общем, все как в жизни. Красота. Сколько всего разрушенного, да? Ничего не осталось. Ничего, кроме буддийских знаков. Как-то, смотрите, ничего не осталось. Но вот буддийские знаки, они мне похожи, ну, кое-чем на... Ну, не могу говорить, вы сами догадаетесь. Вот, но... Смотрите, насколько сложно все делается. Кто-то строит храм миллионолетиями. А кто-то просто потом приходит, хоп, 3 Будды занес, и жизнь удалась. Но а наши историки делают еще круче. Чей Крым? 3 поста, 5 газетных этих самых, и Крым уже наш, или ваш, или вообще турецкий, неважно. В общем, как бы что не делали, да, но фишка такая, хороший лайфхак все-таки, маркетинг называется, да. Кто-то построил, а мы пришли, 3 Будды поставили, и все. И не важно, кто построил. И самое главное, people have it. Всем нравится, все ходят, фоткают, молятся. Вон, смотрите. Ну, это какой-то там лайн, какая-то там, короче, какая-то там хрень, я уже не помню название там. Что-то с львом. Пошел смотреть дальше. В общем, представьте, как классно. Кто-то там пару столетий строит, а потом просто хлысть, 3 Будды, и все, и жизнь удалась. Ну, парочку санскритов стер, пошлифовал, написал, что это там на своем, и все, храм уже строил ты. Как классно. Главное, храма нет, а твои знаки остались. Тоже круто. Но еще классно, самое классное историкам. 3 книжки написали, 5 YouTube роликов, и все, и вся история ваша. Про качество строительства. Видно, что это влеплено вот буквально недавно, да, это очевидно. Но посмотрите, какие линии, они кривые все. Вот, прям видно, да, здание и своеобразная штукатурка. Причем она такая, как видно, да, такое немножко неряшливость. У нас за такое пальцы отрубают, но... А тут, смотри, все проходит, все нормально, все good. И главное, что people have it. А если people have it, значит все good. А в каком году это построено, на той табличке написано. А если кто-то сомневается, почитайте историческую книжку. И все, как все классно. Как все классно, как все просто. Видите, ребят, опять ничего не осталось, ничего. Все разрушено, смотрите, некоторых зданий нет. Но знаки, вот, и львы, как прям отполированы. И старенькие знаки такие, вот, змея с 5 головами, да, рука с 5 змеиными головами, или как они там называются. Все разнесено, вообще ничего не осталось. Камни даже вокруг разобрали. Ну вот, блин, кто это все делал? Вот самая главная часть этой постройки. Наш флаг висит. Вот, это самое главное. Змеи и львы. Все. Вот так вот история и делается. Люди приходят, о, змеи и львы, о, значит они, все. Вот так вот оно все. Как бы флаг не висит, да, там типа наш флаг, ваш флаг. Ну и вся история, конечно, подтверждает. Змеи, львы, что же может быть еще? Кто ж, кроме буддистов, всех спасет? Если, ребята, вы еще посетите музеи, то в музеях почему-то нету никаких инструментов о том, как это строили. Знаете, как такие-то подъемные краны, пилы, которыми это все распиливали. Хрен вам всем. И это все утрачено. Вот деревянные дома, которые рядом стоят, это да, строили эти крестьяне. Вот камни, которые здесь, это да, это конечно. И это все строили та религия, которая нам удобна. А вот пилы, которым это все пилили, веревки, они же там должны были крепкие быть. Я понимаю, что они могут со временем разлагаться, но ничего не осталось. Какие-то там 3 гнилых серпа
Со 23 века до нашей эры. Легко. А вот как эти камни таскали, все это вырезали. Не, куда же? Куда же такие камни таскать? Куда же такие инструменты останутся? Нет, это все фигня. Это все. Или вот, например, как эти окна вытачивали. Вообще, представляете технологию, да? Должно было что-то крутиться, каким-то зубьем, лезвием это все вытачивать. Причем вы это все понимаете, да, что это все массовое производство. Разве это что-то могло остаться? Нет, да вы что? Да вы что? Это все в те... Вот какая-нибудь кость какого-нибудь динозавра, который здесь не жил. Пожалуйста. Вот. Это вот про нашу супер историю. Вот. Старый камень. Все такое старенькое. В середине, конечно же, все реставрировано. И вот бабах! Новый лев. Бабах! Новый слон. Бабах! Еще один новый слон. Ну все, что-то уже давно заплесневело, разрушилось и поломалось. Как оно так бывает, а? Понятно, что типа, ну как, понятно, что там реставрировать, там еще не отреставрировали. Но это как как-то вишенкой на торте еще будет флаг Камбоджи. Зачем там всякие буддийские, там не буддийские, индуистские там или крест сверху поставили. Какая разница? Главное, что на флаг Камбоджи. И теперь это все наше! Вот так вот. Так что, ребят, когда смотрите всякие храмы, обращайте внимание и на это. Камбоджа. Вот приблизительно, что происходит в мире. Вот это видно, видите, как-то даже плесенью покрыто. Абсолютно весь. В общем, это сейчас новые знаки они здесь ставят. Это уже что-то к буддизму. А строили храм индусы. Там санскрит и всякое такое. Что хотел сказать. Храму якобы тут где-то около 1000-1500 лет. Смотрите, 1500 лет все лежит, во-первых. То есть, если видите, между камней даже не воткнешь лезвие. Вот. Куча всего. Как бы еще это, сейчас покажу другую часть. Стоит все на колоннах. Колонны, видите, специальная подпорка. Это все как-то без гвоздей. Назову это так, без камня. Вот. Уровень эволюции, да. Там внутри есть как бы туннель, по нему я уже ходил. И вот этот туннель вот так вот освещался. Вот. Ну, как всегда, город построили одни, потом пришли другие, сказали, это все наше. Ну, всякое такое. Но я не про это. Городило, вы сами видите, какого размера. Это, еще раз, не крепостная стена, то есть это не крепость. И, то есть, тут нету защиты, то есть это не кэсл. И, то есть это, ну как, мирный город, скажем так, мирный темпл или как его там бы ни называли. Я просто вам показываю размер. Сейчас я буду идти, и вы увидите все очарование. Но вот, например, хороший тоже показатель. Да, классненько. Деревце растет. Прям хороший кадр. Вот. Про что мое видео? Вот. Мы видим уровень развитости людей, которые это строили. Вот. И они довольно были глубоко, ну, как бы они были развиты. Если возьмем азиатов, азиаты чисто физически меньше, чем люди. Ну, чем европейцы. Вот, делали какие-то подпорки. Я вам сейчас покажу еще сложные части. Смотрите, узоры до сих пор остались. То есть азиаты физически меньше, чем европейцы. Как-то так, или чем современные европейцы. Всю эту тяжесть таскали для того, чтобы забубенить один из незаметнейших храмов. Это незаметный храм. Посмотрите, даже узоры остались, да? Пум-бум-бум-бум. А сейчас местное население, ну, скажем так, местные власти и вообще, скажем так, нынешнее поколение, назову это так, не может даже привести это в порядок для туризма. Мы видим, насколько ровная кладка. Она, конечно, не идеальная, это, конечно, египетские пирамиды. Куча штукатурочки, ну и такой
Это уже, наверное, местные штукатурили. Современники, точно сказать. Но что хотел сказать? Я вам хотел показать этот объем всего этого, да? И объем. И хотел еще сказать, что почему мы сейчас такие здания не строим, да? То есть у нас сейчас не хватает сил все это построить. У нас даже не хватает сил это все восстановить. Как вам вот это? Вот такие окна были. Нормальненько. Обтачивали кругленький камень, то есть сказать, на какой-то крутилке по кругу, а потом вставляли. Вот вам стена внутри, стена снаружи. Вот. Вот так вот. Подумайте сами, сколько времени это все заняло построить. И еще раз, это не строено какими-то кирпичками, которые, может, там 2 человечка кладут кирпичи. Позвал 100 человек кладут кирпичи. Это блоки, которые, ну, конечно, отсюда сейчас не видно, я уже не полезу опять вовнутрь. Они еще сейсмоустойчивые. То есть блоки построены так, что во время землетрясения это здание не разрушается. Колонны, хотя видим, что они сейчас частично современные. Вот. Дерево тут, гид все рассказывал, как дерево все разносит все это, и как природа забирает свое. Вон девочки какие-то улыбаются. Да. Вот. Вот так вот. Часть темплов еще осталась внутри. Вот. Вот. А, кстати, вот эти блоки тоже очень красиво показаны. В общем, общий мой смысл, извиняюсь, что такой немножко эмоционально. Общий смысл, вот современные люди, что не могут вот разложить тракторами колонны. А раньше это все можно было построить, содержать. И это точно строилось десятки лет. Вопрос, какой к развитости были люди. Вот. Не то, что они там умели летать, но вы сами понимаете, что без тракторов, веревками и лошадями или слонами построить такой объем, приволочь сюда камни, все остальное, перилочки такие красивые сделать, да? И так, чтобы это еще не сильно разрушилось за 2000 лет или там за 1500 лет, или как они пишут здесь, 1000 лет. Это вот уже, блин, задачка, да? Как вам обточенный камень. Можно, конечно, сказать, что это как эти строили римляне из цемента, да, хорошего качества, ну, в принципе, так и есть. Вот, но вот вам храм, который там, это еще раз, это один из незаметных храмов во всей, ну как, во всем комплексе. Я потом покажу основной храм, самый большой в мире. Вот. Вот так вот. И вопрос, вот куда двигается человечество? То есть раньше мы могли это все построить, а сейчас мы даже нормально это все содержать толком не можем, да? Ну, не то, что содержать, восстановить мы этого не можем. То есть оно все ломалось. То есть собираете. Мы сейчас так продаем билетики. Продавая билетики, мы все равно восстановить все это не можем. Вот. Вот так вот. Вот так вот. То есть раньше это нужно было все построить без электричества, без там водопровода, там, не знаю, бензина, дизеля и всего остального. А сейчас, и представьте, просто какой-нибудь камешек вот такой притащить, да, по которому я сейчас иду. Просто 2 рядом камешка положить вот так вот, без трактора. Нормально, да? Вот. Сколько бы сейчас-то заняло? Вон там, так, пару сантиметров тропиночку проложить. И сколько времени строили эти храмы, сколько времени строилось храмы, а у нас сейчас хватает только, чтобы билетики продавать. Вот, ну и поставить, чтобы вандалы не разносили храм. Хотя разнести его, конечно, непросто. И просто подумайте, вот это все сделать без электричества и дизеля. Так что делайте свои выводы. Мое личное мнение, тут какие-то есть лайфхаки, которых мы не знаем, которые, скорее всего, от нас скрывают. Вот. Не то, что это какая-то глобальное правительство или всякое такое, но ну, адекватно думая, ну вот, где вы видели здание такого размера, построенное даже без современных технологий.
Вот так вот. Все, удачки.